Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 1 октября, воскресенье. И сегодня, естественно, мы будем говорить о том событии, которое произошло в Вашингтоне, в Конгрессе Соединенных Штатов, минувшей ночью. Речь, как вы сами понимаете, идет о принятии закона о временном финансировании правительства Соединенных Штатов, которое должно было включать в себя финансирование Украины на период до окончания этого календарного года, но, к сожалению, не включила. То есть это было драматическое событие. Если оценивать по шкале лучший вариант, худший вариант, средний, я бы отнес его к категории средних по неприятности. Могло бы быть и хуже. То есть под хуже я понимаю ситуацию, когда не был бы принят вообще законопроект о временном финансировании, и тогда следующие до конца этого года месяца речь шла бы только об этом, об Украине забыли вообще бы. А средние – это то, что мы получили. То есть временное финансирование не дает возможность закрыть работу правительства США до конца года. Остается самый главный, самый острый вопрос финансирования Украины. И на этом, как показывают все признаки высказывания, телодвижения в бомонде вашингтонском, на этом будет сфокусирована вся последующая в течение следующего периода на 45 суток работа здесь. Ну, я вам сейчас объясню. То есть я рассказывал об этом, я начал бить в набат еще где-то в предыдущем своем видео, но, как я заметил, это почему-то не вызвало ни особого интереса даже у меня на канале, а в других средствах массовой информации и каналов YouTube в Украине, да и в Российской Федерации я вообще не заметил интереса к этому делу. Не знаю, чем это вызвано, но напрасно. Итак, чтобы была полная ясная картина, расклад, где мы находимся и куда мы можем двигаться дальше. Все это дело, по большому счету, произошло из-за 29 представителей группировки МАГА, то есть это такие безбашенные, как их называют, трамписты. Действовали они под идейным руководством своего духовного политического гуру Дональда Трампа, который открыто заявил следующее накануне, что тактикой его представителей в Конгрессе, вообще он апеллировал ко всей республиканской партии, должна быть следующая. Нужно выдвигать максимальные требования и добиваться, если они полностью не будут выполнены, добиваться закрытия работы правительства. Зачем это было ему нужно? Прежде всего, по личным соображениям. Он люто ненавидит Байдена, администрацию Байдена, месть. Вот главная движущая сила этого человека, который движет этим человеком. Вторая, ему надо спасаться от тюрьмы. Для этого ему нужно позарез выиграть предшествующие президентские выборы. И для этого ему нужно создать как можно более плохую обстановку в Соединенных Штатах Америки, в надежде, что это ударит по Байдену, по демократам. И на волне, то есть в идеале хаос, нужно создать ад, хаос, и свалить это все на Байдена, и на фоне этого хаоса, на этой волне поднять народ, поднять свой электорат, который я называю вот жесткая, совершенно четкая параллель. В России это вата, в Америке это ядерный электорат Трампа. Вот поднять эту волну и на фоне этого въехать в Белый дом, уехав тем самым от тюрьмы. Вот такой был расклад. Значит, что было у него, на что он мог положиться в Палате представителей? В Палате представителей по результатам последних выборов небольшое большинство в 10 мест принадлежит республиканцам. Их 222 человека, и у демократов 212. То есть разница всего, как вы видите, 10 человек. МАГА, их 29 человек.
И получилась такая ситуация, что ну вот из 222 отнимите 29, и получается, что остальных республиканцев меньше, чем демократов. То есть без МАГА, без трампистов, республиканцы в принципе не могут провести никакой самостоятельный законопроект. Никакой. И для того, чтобы провалить инициативы демократов в Палате представителей, республиканцам, я имею в виду там, основной костяк традиционных, включая рейганистов, им необходима поддержка МАГА. Ну и, наконец, МАГА стала просто необходимой при избрании спикера Палаты представителей. И если вы помните голосование по кандидатуре Кевина Маккартни на эту должность, оно длилось беспрецедентных 15 раундов голосов, в результате которых он, в конце концов, был выбран. Для того, чтобы добиться этого, а он страстно желает, вот это мечта его всей жизни была стать третьим человеком по значимости в Соединенных Штатах Америки. Он дал себя опутать маговцам целой паутиной всевозможных требований, ограничений. То есть без них, он дал им такие обязательства, что без них никакой серьезный вопрос он самостоятельно решать не будет. И вот на это они и давили. Вот сейчас он не мог сделать то, что он в конце концов сделал. То есть провел через Палату представителей законопроект в чистом виде о временном финансировании без их согласия. То есть он был опутан по рукам и по ногам, и все предшествующее время, вот до голосования по этому вопросу о временном финансировании, они издевались над ним как хотели. То есть даже издевательством трудно назвать. Я помню, одна из моих знакомых из Украины как-то применила слово, которое резануло мой ух, но потом по здравому размышлению я понял, что более правильного слова, описывающего происходящее, не найти. Значит, они его чмырили просто, ну, типа тупо издевались. Потому что еще одним условием было такое: если он чем-то им не понравится, любой один член этой команды МАГА мог поставить вопрос о доверии спикеру и о снятии его с должности. Что, кстати, они собираются делать на следующей неделе. То есть они были уверены на его полное послушание. И вот в результате, значит, когда началась эта работа над вот этим временным голосованием, они поступили так, как дал указание Трамп. Они выдвинули требование снизить социальные расходы, вернее, снизить расходы в бюджете, который предложил Белый дом, на 30% социальные расходы. Затем, значит, затребовали ассигнования на восстановление стены на границе с Мексикой и полное прекращение финансирования Украины, помощи Украине. Ни цента Украине. То есть это те вопросы, которые считаются самыми болезненными для Байдена, если он проигрывает по всем этим вопросам, потому что приближаются выборы, да, демократы пообещали, и в прошлом году они добились ассигнований на помощь самым бедным слоям населения, вот эти социальные выплаты там и так далее, помощь детям из бедных семей с завтраками, ну и все такое прочее, в чем республиканцы часто обвиняют демократов. Ну и самый, как они считают, важный для администрации Байдена внешнеполитический вопрос о Украине. А вот они поставили это все, потребовав, чтобы демократы из Палаты представителей приняла полностью этот законопроект, чтобы его принял потом Сенат, и чтобы его подписал Байден. И если это не произойдет, тогда все, работа правительства прекращается, и начинается, сначала упорядоченный хаос, но как во время дебатов вчера ночью высказался в Палате представителей представитель республиканской партии, вот этот шатдаун правительства или прекращение работы, это как спуск на горном велосипеде по трассам в горах Боливии. Там есть такая трасса, которая называется трасса смерти. То есть, если начинаешь спускаться, еще скорость не полностью развил, и у тебя ты чувствуешь, начинают барахлить тормоза, то лучше сразу падать.
То есть уже остановиться нельзя, но надо падать как можно быстрее, потому что потом, чем дальше ты едешь, тем скорость нарастает, и тем страшнее будет твое крушение. Вот, поэтому, значит, вся эта идея и состояла в том, чтобы создать вот такой хаос. И Украина там оказалась просто, собственно говоря, разменной монетой. Ну вот и началась эта многодневная возня вокруг принятия решения, принятия законопроекта по этому вопросу. И тут неожиданно, наверное, для всех, Маккарти проявил себя, ну почти, я бы скажу, Макиавелли. Это оказался мастером кидка, политического кидка. Вот если бы одним словом назвать, или двумя словами назвать, что произошло вчера в Конгрессе, я бы сказал это так. Мастерский кидок, который осуществил Маккартни. Что он сделал? Значит, он разыгрывал партию единолично, и даже его ближайшие соратники, по-моему, не подозревали, что он на самом деле, куда эта многоходовочка, куда она ведет и чем закончится. Сначала ему нужно было, прежде чем вот решиться на последний такой самый драматический ход, ему надо было показать, что он исчерпал все другие возможности. И вот он начал, там начались переговоры, если вы следили за этим делом, я бы рассказывал, там вопрос о финансировании Украины то включался, то выключался, то, значит, вместо одного общего закона, который, в конце концов, приняли, начали разрабатывать 12 отдельных, и опять в них Украина то включалась, то выключалась. Процент на сокращение ассигнований на социальные нужды то уменьшались на 37%, то на 30%. До этого незадолго, за несколько месяцев, Байден и Маккартни, они договорились о самом низком потолке снижения, ниже которого нельзя. Но здесь маговцы начали давить на Маккартни, требуя снижения ниже этого потолка. И он пошел на это. Ну, в общем, вот этот весь балаган длился. И потом, когда оставалось буквально 10 часов до вот этого звоночка, до 12 часов и 1 минуты на субботу и на воскресенье, когда заканчивался финансовый год, он делает мастерский и убийственный ход. То есть он понимает, что та мага, от которой он полностью зависит, как они считали, что он их раб, они ведут никуда, они ведут в полный хаос. Это действительно то, чего они добиваются. И он понял, что он исчерпал, вернее, продемонстрировал и получил в свои руки доказательства, что он исчерпал все возможности. И тогда он вступает за закрытыми дверями в переговоры с демократами и объявляет: забудьте там о всех этих 12 отдельных законопроектах, о которых мы болтали предшествующие несколько дней. Все, о чем мы разговаривали, мы принимаем один закон, как вы и хотели. Вы, демократы и Белый дом, как вы хотели. Все ваши положения там оставляем, но вы должны нам дать, вы должны мне дать, ну, как бы отмазку, что ли, чем я буду отбиваться от своих товарищей, партагеносца по республиканской партии. И это Украина. Нужно принести в жертву Украину. И здесь возникает вопрос, дилемма перед демократами. Если они его посылают нафиг, как они обещали это, в Сенате, кстати, уже лежит двупартийная резолюция, решение о том, что на финансирование Украины выделяется 6 миллиардов. Это меньше, чем 24, которые запрашивал Белый дом. Но, как я вам рассказывал, идея была, главное начать, заложить хоть одну сумму, а потом она будет продолжаться в рабочем, так сказать, порядке. Так вот, значит, перед ними, но Сенат не может это сделать сам. Нужно и Сенат, и Палата представителей, они должны принять единый законопроект. Вернее, закон на основании законопроектов различных. Так вот, значит, перед демократами дилемма. Или они посылают Маккартни с его этими всеми игрищами, с его предложением, и да, получается две проблемы. Первая проблема, самая большая, это шатдаун. Шатдаун, который затронет всю государственную структуру Соединенных Штатов. Это 2,2 миллиона государственных служащих, гражданских, плюс 1,3 миллиона
военнослужащих, которые все они останутся без зарплаты, а это глубинное государство, как вы понимаете. Затем нарушится работа транспортной сети, которая затронет и железные дороги, и воздушный транспорт. Ну, достаточно. Вот есть администрация правительственная, которая обеспечивает безопасность в аэропортах, там, проверка при перелетах, отлетах там, и так далее. Вот. Не придут эти люди на работу, и все. А если получается шатдаун, то каждый государственный служащий может сказать, что он берет отпуск по болезни. Ему никто ничего не может сказать. То есть происходит полная дезорганизация государственного аппарата, а дальше, вот как сказал конгрессмен, дальше идет спуск по вот этой трассе смерти в горах Боливии. То есть самый худший вариант. То есть они теряют и то, и Украину. Если они сохраняют финансирование правительства США, тогда, значит, остается самый главный, важный вопрос. И все понимают, что Украина принесена в жертву. Тогда будем сфокусировать внимание на вопросе о Украине и будем работать как над отдельным законопроектом. И Маккартни пообещал представителям руководству Демократической партии. Потом они выступили с заявлением, в котором так и было написано, что мы понимаем из высказывания, которое сделал господин Маккартни, что в ближайшее время мы приступим к работе, значит, что он инициирует рассмотрение отдельного законопроекта по оказанию помощи Украине. Вот такой был компромисс. Демократы обрадовались, вернее, голосование произошло следующим образом. 335 в Палате представителей за, 91 против. Из этих 91 против один демократ, только один демократ. Это был представитель демократа от одного из округов Чикаго. Почему Чикаго? Потому что там большая комьюнити украинцев, этнических украинцев. И он сказал, что я просто не могу себе позволить голосовать, несмотря на то, что мои товарищи по партии это делают, и я не могу поддержать этот законопроект, потому что там нет помощи Украине. Я снимаю перед ним шляпу, и я думаю, что он поддержит полную поддержку своих избирателей в его округе. Остальные, значит, 90. Мне вот прислала одна из зрительниц вопрос, почему почему вы обвиняете МАГУ во всем? Ведь их там всего 29, а против этого законопроекта проголосовало, значит, получается, 91, не 91, а 90 республиканцев. Из них 29, то есть 61 – это другие, так сказать, это не маговцы, это другие республиканцы. Ну и то, что все это устроили именно маговцы, ну это здесь аксиома, это просто известно. То есть я могу вам рассказывать часами здесь, но на это не стоит, наверное, тратить время. Поверьте, это аксиома, потому что именно маговцы поставили вопрос. Они в конце концов сказали, если вы хотите, чтобы мы приняли этот законопроект, там не должно быть Украины, и там, значит, должно быть полное те сокращения, которые мы от вас требуем. В результате, значит, этот законопроект был принят. Представители МАГА устроили истерику. Они бились там с пеной у рта. Эту пену было даже видно на их твиттерах, по их твитам. Как они там кричали, шумели, топали ногами, грозили смертной карой в адрес Маккартни. Демократы были очень довольны. Довольны то, что они получили полностью все. Вот что требовал Белый дом в самом начале. Все они получили, кроме одного – Украины. Но, как я сказал, идея заключалась в том, что на Украину будет сфокусировано все внимание, начиная с понедельника. Что теперь в понедельник? Что дальше? Что нас ждет, на что мы можем рассчитывать? И вот здесь начинается то, почему я назвал вот этот вариант, так сказать, средним. Не лучшим, но и не худшим. Потому что может в результате следующих событий произойти вообще крах вот этой коалиции маговской и ее влияние на республиканскую партию, представителей республиканской партии, прежде всего в Палате представителей, и вообще ее связь с Трампом и самой идеей трампизма. Что я имею в виду? Пребывая в этой истерии, маговцы в лице Матта Гетца
из Флориды, редкий, просто редкий чудак. Значит, он заявил уже, что в понедельник он поднимает вопрос об отстранении Кевина Маккартни от должности. Как он фигурально выразился, он подгонит трак, которым перевозят мебель, прямо к двери его офиса, чтобы выгрузить его вещички из кабинета спикера и убрать его оттуда. Ну и получается, значит, как я бы сказал, когда его принимали, делали из него спикера, голосовали за него, значит, республиканцы делали это принципиально только своими голосами. С демократами они не хотели совершенно связываться, по настоянию тех же маговцев. Теперь понятно, что у Маккартни, если только республиканцы будут голосовать, у Маккартни нет никаких шансов. Просто у него сейчас, он за 15 раундов голосования, он набрал большинство всего в 4 человека. Теперь этого у него не будет. И вот появляется вариант, когда маговцы посылаются вслед за крейсером «Москва», и в Палате представителей образуется здравомыслящая двупартийная группа из республиканцев и демократов. Кстати, демократов тогда будет больше, чем республиканцев. Но это бог с ним. И тогда летит вся эта идея трампистская, вот этот весь шабаш, он летит ко всем чертям. Это то, что я назвал, вот этот вариант, я его вынес в заголовок предыдущего видео, когда, значит, написал, что одним камнем будет убит и трампизм здесь, и одновременно будет нанесен удар по путинскому влиянию на политику в Соединенных Штатах Америки. Вот такая, значит, ситуация. Байден уже выступил с жесткими высказываниями, прямолинейными, без всякой дипломатии. Он заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. Вот его прямые слова. «Я могу заверить Украину, что мы добьемся своего, что мы сделаем это». То есть выбьем помощь. «Я хочу заверить наших американских союзников, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не уйдем». Но вы понимаете, имея перед собой перспективу президентской кампании, произнеся такую фразу, то есть Соединенные Штаты – это страна, где каждое слово на вес золота. И так просто обещаниями накануне президентской кампании, вообще избирательной кампании, политики здесь не бросаются. Это очень жесткое заявление, которое следует, что фактически, вот только сейчас, Байден фактически связал свою предвыборную кампанию и вообще свою администрацию торжественным обещанием. Это, конечно, не 5-я статья Карты НАТО, но где-то так, на подходе к этому. То есть он связал свою политическую судьбу, свою администрацию с вопросом о поддержке Украины, оказании ей военной и другой помощи. «Мы не уйдем», – сказал он, имея при этом в виду уже результаты выборов в Словакии, в ходе которых, как вы знаете, победил представитель оппозиционной партии, который раньше дважды уже был премьером, по фамилии Фицо, который, ну так, судя по его высказываниям, он может оказаться еще худшим фруктом, чем Орбан в плане отношений к Украине и в плане своих связей с Кремлем, с Путиным. Он уже заявил, что, значит, военная помощь Словакии и Украине будет прекращена, что уже плохо, потому что отдельно взятая Словакия оказала хорошую, спасибо ей за это, военную помощь Украине, в частности, путем передачи истребителей МиГ-29. Сказал, что мы будем продолжать там гуманитарную помощь, но самое главное, он же высказался уже за прекращение санкций против Российской Федерации, за то, что необходимо начинать мир. То есть, короче говоря, в рамках НАТО и Евросоюза у Кремля появляется вслед за Орбаном и в какой-то степени даже Турции появляется еще один, может быть, самый мощный троянский конь. И вот это
И вместе еще с голосованием в Конгрессе Соединенных Штатов, в общем, вызывает тревогу, большую тревогу. Начиная где-то с весны прошлого года, когда я впервые употребил слово «коррупция» и «воровство», а потом указывал неоднократно на некомпетентность, говорил о том, что рано или поздно петух клюнет, и вот он клюнул, причем клюнул очень больно. Во временном плане, на что мы можем рассчитывать и как, вот я думаю, пойдут события. Ну, вообще, когда я вчера по результатам голосования позвонил ряду своих знакомых, которые знакомы, в общем-то, разбираются, что происходит в Конгрессе, вообще в Демпартии, мне сказали: не волнуйся, ложись спать, спи спокойно, все будет нормально. Нормальный ход политической борьбы в стране. То есть на этом этапе пришлось сделать одну жертву, чтобы спасти всю игру. То есть бой как-то проигран, но не проиграна война. Она продолжается. То есть, ну, не было ни одного человека, который мне сказал, что все, помощь Украине закончена. Есть масса вариантов. Значит, вариант первый. Кстати, на чем настаивают республиканцы? Они говорят демократам: дайте нам общую сумму, которую, как вы считаете, нужно будет дать Украине. То есть помощь в рамках этой суммы на весь следующий финансовый год. Но здесь есть такое понимание, как шок от суммы на ценнике. Да? Когда там указано 100, допустим, да? Это одно дело, а когда там оказано 10, это другое дело. То есть можно 20 раз по 10, оно как-то так пройдет на протяжении, скажем, года. Оно пройдет как-то так менее заметно и болезненно, и вызовет меньше противоречий, чем один раз обсуждение на 100. Но это все равно, как заходите вы здесь в магазин, если какая-то вещь, абстрактно говоря, стоит $15, то трудно найти такую цену, там, 15.00 или 25.00. Тут всегда 14.99 или 24.99. То есть тут тактика, по какой тактике, непонятно, какой пойдут, но будут торговаться по этому поводу. Думаю, что республиканцам, то есть демократам, придется пойти на выбивание порциями, меньшими суммами, но более часто. Вот, кстати, на это было нацелено их стратегия, когда они сократили, вот в нынешнем проекте, своей резолюции, когда они сократили первоначальное требование 24 миллиарда на 6 миллиардов. Они говорили: дай бог 6, после этого пойдут другие. Это один вариант. Второй вариант, при этом не надо уже будет республиканцам и демократам бояться за то, что правительство... Значит, то есть Маккартни сейчас и республиканцы ставили вопрос так: выбирайте между Америкой и Украиной. Если вам дорога Америка, пожертвуйте Украиной, говорил Маккартни демократам. Давайте пожертвуем Украиной, тогда мы спасаем Америку, то есть я имею в виду, спасаем временное финансирование правительства, и можем решать вопросы о Украине. Если вы не хотите жертв компромисса, ну тогда вы не получите ни то и ни другое. То есть сейчас уже вопрос так, это был шантаж фактически. Сейчас республиканцы лишаются возможности этого шантажа, и вопрос о Украине можно рассматривать рационально. А как показали дебаты вот в ходе этой сессии, обсуждения этого вопроса, и как показали высказывания представителей и республиканской, большинство, да, республиканской партии выступлений, и практически всех демократов, ну, у всех есть понимание, что лишение Украины помощи, ну, это нонсенс, это просто нонсенс, за который будет стыдно, ну, для начала перед всем миром, а потом перед несколькими поколениями граждан Соединенных Штатов Америки из-за того, что сделана такая историческая глупость, я бы сказал, даже преступление по вине 29 безбашенных. Что может быть позитивного? Что я хочу, чтобы произошло? Чтобы с понедельника, это же самый Гетц, или кто-либо другой из МАГИ, поднял вопрос о смещении Маккартни с должности спикера. Тогда
так называемые здравомыслящие республиканцы объединяются со всеми демократами и получают то же самое, что есть уже в палате, в Сенате. Двухпартийное большинство. Эти остаются там, вот, возле этой, как ее там, ну, маргиналами становятся. Хотя они и сейчас маргиналы, я имею в виду, это маговцы. А тогда они вообще теряют право голоса, и они становятся незаметными. А это еще один важный фактор, потому что вот они пыжатся, кричат, топают ножками. И всем понятно для чего. Они маргиналы, уже им надо, то есть в значительной степени они все это вытворяют для того, чтобы их почаще показывали, чтобы их почаще слышали. А если вот произойдет то, о чем я говорю, и без них выберут спикера, то они превращаются в никто. И таким образом получается в ходе уже начинающейся в следующем году президентской кампании, получается, что трампизм в Конгрессе Соединенных Штатов, а поэтому в значительной степени и во всей политической жизни Соединенных Штатов Америки, он получает сильнейший удар. И таким образом вот получается этот один камень, которым убивается, вернее как, убивается МАГА, то есть трампизм в Конгрессе США, получается помощь Украине и наносится удар по геостратегическим интересам патрона Трампа, я бы сказал, идейного патрона Трампа в лице Путина. Есть еще варианты, о которых никто никогда ничего не говорил, но вот мне о них напомнили. Есть такая штучка, которая называется статья 50 или тайтл 50. Чаще всего это упоминается в связи с ЦРУ. Это статья в своде законов Соединенных Штатов Америки, параграф 3093, которая называется так. Одобрение президентом и сообщение о тайных операциях. То есть эта статья касается, как вы поняли из названия, о тайных операциях, которые производит правительство США, решения которых президент может принимать единолично в связи с острой необходимостью, когда под угрозу ставится вопрос о национальной безопасности Соединенных Штатов. Ну, там нужно для этого соблюдать определенные правила, то есть он все-таки должен поставить в известность определенные структуры Конгресса, но речь идет прежде всего о комитеты по разведке. И в самых важных случаях только руководство этих комитетов по разведке. Но, опять-таки, он может это делать сам. И при этом, как мне сказали, в разведсообществе Соединенных Штатов Америки всегда есть фонд на эти операции под статьей 50. То есть в любой момент они есть, который исчисляется, как мне сказали, трехзначным числом миллиардов. Но это значит не менее 100 миллиардов. Ну вот, это вам еще один из вариантов. И когда я услышал фразу президента Байдена о том, что я хочу заверить, вы можете рассчитывать, мы не уйдем, то есть тут, наверное, или он имел железные гарантии с Конгресса, что будет принята эта помощь, на что я не думаю, что он имел, потому что все-таки есть большие шансы на это, но это не 100%. А вот его фраза, она не амбивалентна ни на секунду. Это однозначная фраза уверенного человека. Может быть, имеется в виду и так называемый тайтл 50, о котором я только что сказал. Потому что, по большому счету, господа, бюджет Соединенных Штатов на текущий, вот который исчез, прекратил свое существование вчера, то есть на 23 финансовый год, он составлял 1,7 триллиона долларов. Сейчас вот последние цифры из исследовательской службы Конгресса США говорят о том, что за прошлый финансовый год правительство США поставило Украине помощь на общую сумму в 113 миллиардов долларов. Я вам скажу, что это значительно больше, чем
Советский Союз в течение года получал по ленд-лизу во Вторую мировую войну. Тогда он получал примерно 40 миллиардов в год, по 40 миллиардов в год. Тут за 18 месяцев значит, 113 миллиардов. Но даже эти 113 миллиардов, они как-то блекнут на фоне 1,7 триллиона долларов. Это чудовищная цифра, за которой скрывается, значит, колоссальное ослабление одного из стратегических врагов Соединенных Штатов Америки. К сожалению, не все граждане ВАТА американское в значительном количестве не понимают всю важность вот этого соображения. На карту поставлена репутация Соединенных Штатов Америки, а раз репутация, доверие, значит и вся экономическая глобальная система, а значит его величество доллар. Ставится на карту будущее, что там в Тихоокеанском регионе. И можно после этого производить 20 авианосцев и 30 самых современных субмарин в год. Но вот таким образом, уйдя от Украины, из Украины, и потом что-то там кричать, что мы не допустим захвата Тайваня, это будет просто детский лепет. Поэтому, господа, повторяю, я расцениваю произошедшее событие как среднее, не худшее, но и не лучшее, среднее. Может быть, оно окажется даже лучшим вариантом. Лучшим оно окажется в том случае, если в процессе спасения рядового Маккартни республиканцы здравомыслящие объединятся с демократами, сметут с политической карты Конгресса вот эту магу, тогда совсем будет хорошо. Ну и стало понятно и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, что нужно активизировать работу. То есть западное общество, оно такое, что не может долго жить в напряжении. Нет у них вот такого стержня, что ли, терпения на длительный срок. Но это вообще мало у кого есть. Я бы сказал, что и в Украине-то оно есть, да, но и все равно тоже у многих людей есть пределы терпения и так далее. То есть все, вот я наблюдаю, что происходит, все идет к тому, что должны быть по логике приняты решения, согласно которым ВСУ должны будут получить возможность нанести мощные решительные удары, которые приведут к значительным и серьезным изменениям в ситуации в Украине. По этому поводу, кстати, комментируя недавнее высказывание Борреля по поводу, он как раз говорил по поводу результатов выборов в Словакии и так далее, он по этому поводу сказал, вернее, BBC поэтому писала, что вот эти политические неурядицы – это один из нескольких симптомов усталости Запада. Растущий скептицизм некоторых республиканцев и недавняя победа на выборах популистской промосковской партии в Словакии вызывают беспокойство как у Украины, так и Европейского Союза. Ясно одно, сказал Боррель, что для нас, европейцев, война России против Украины – это экзистенциальная угроза, и мы должны реагировать соответствующим образом. А соответствующим образом это значит, что Европа, кстати, это одна из причин растущего недовольства в США, она должна взять на себя большую часть, не больше, чем США, но больше, чем она сейчас предоставляет в качестве помощи Украине, потому что прежде всего, помимо Украины, затем на втором месте ее безопасность европейская стоит на кону. И в этой связи, вот комментируя высказывание Борреля, BBC, в частности, обращает внимание. Последние месяцы Соединенные Штаты отправили к Киеву самое современное, здесь в оригинале state of the art, то есть это супер-пупер, на грани фантастики оборудование было направлено, включая ракеты дальнего радиуса действия. Я там сейчас повторю еще раз для тех, кто... Есть, оказывается, слушатели, которые плохо слышат или не хотят слышать то, что не укладывается в их концепцию. Так вот, самое современное, на грани фантастики, оборудование уже направлено
из США в Киев, включая ракеты дальнего радиуса действия. Дальнего. Ну, чтобы совсем понятно было, я еще раз напомню, что речь идет, я так понимаю, здесь о атакамс, о которых я вам рассказывал, и о которых я слышал, о том, что они уже есть там. Буквально из двух совершенно противоположных источников они находятся совсем на разных континентах, скажем так. И потом об этом говорилось уже в зарубежной прессе со ссылкой на источники в Российской Федерации, которые, кстати, вот зарубежная пресса, это из дружественных стран к Мордору, которые они отмечали, что уже были зафиксированы эти пуски с территории Украины. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Я оптимист, как я неоднократно говорил, в том смысле, когда идет целый набор фактов и вариантов, я хватаюсь за те, где есть, как говорят американцы, reasonable chance. То есть есть реальная возможность, используя их, прийти к достижению результата, который тебе нужен, или победы. И потом работаю над ними и пытаюсь вот развить. А другой вариант – это сразу сказать: ой, вот тут сложно, а тот сказал: все, сдавайся, в воду сливай, конец света. Так вот, в этом плане, значит, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, еще раз, как всегда, выдержки, мужества, терпение, увы, господа, терпение, знаю, я сам ненавижу это слово, без этого никуда не денешься, и твердой уверенности в нашей неизбежной победе. До новых скорых встреч!